Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, в этот раз хочу снова поговорить про апелляции по судебным решениям для победителей DV 2021, но на этот раз нет государственных ответчиков, а от самих адвокатов, которые и ведут наши иски. Про такой возможный поворот событий мы тоже говорили несколько месяцев назад, так как многие не согласны с количеством зарезервированных судьей виз. Если что, напоминаю, по иску ГОХ была зарезервирована 481 виза для истцов, по иску Гудлак и всем консолидированным с ним 6914 виз для истцов, и по иску РАИ 789 виз, но уже не только для истцов, а для всех победителей, чьи интервью должны были проходить в странах, которые попадали под прокламации, более известной как Шенгенский бан. Так вот, на днях в Твиттере Чарльз Кук сообщил, что его команда подала встречную апелляцию на судебное постановление судьи Мехты по иску ГОХ, поскольку, по его мнению, произведенный расчет для резервирования определенного количества виз был неправильным и, соответственно, он хочет, чтобы судья пересмотрел свое решение и увеличил резерв. А кроме того, он напоминает, что если апелляционный суд в ближайшее время не вынесет решение о приостановке действия постановления на время апелляции, то Госдеп должен будет начать выдавать визы уже в ближайшее время, ведь отчет о проделанной работе они должны предоставить уже в январе. А команда Моррисона, в свою очередь, сообщила, что встречные апелляции с требованием пересмотреть количество зарезервированных виз по искам Гудлак и РАИ адвокаты подавать не будут. И лично по нашему мнению, это более правильное решение. Да, подать апелляцию в противовес апелляциям Госдепу может и хороший ход, но судья Мехта и так был на нашей стороне. И несмотря на все заявления Госдепа, что истцы не имеют юридической силы для подачи таких исков, а сам судья не имеет полномочий для вынесения таких решений, он все же зарезервировал визы для истцов. Да, не так быстро, как всем нам хотелось бы, и не в том количестве, на которое мы рассчитывали, но давайте смотреть на ситуацию со всех сторон. Ответчиками по нашим искам выступают Госдеп США и сам президент. Так что добиться даже таких результатов – это уже просто отлично. А встречные апелляции на решение судьи могут просто-напросто оказаться игрой с огнем. Хотя, с другой стороны, если апелляция Кука будет иметь успех и количество зарезервированных виз будет пересмотрено в сторону истцов, я даже не представляю, какая волна негатива накроет команду Моррисона, ведь количество истцов, ожидающих свои визы по иску Гудлак, в десяток раз больше. Но давайте не загадывать вперед и просто наблюдать за процессом. Все равно от нас ничего не зависит. Сейчас все зависит от того, приостановится ли предписанное выполнение судебных постановлений апелляционным судом на время разбирательства, и если нет, будут ли эти обязательства выполняться Госдепом. Если будут, то назначение интервью по некоторым искам для DV 2020 и DV 2021 могут уже начаться в декабре и январе. Ну и по поводу DV 2022. Друзья, новостей по-прежнему не так много, чтобы выпускать полноценные выпуски на эту тему. Так, например, в октябре по DV было выдано всего 7 виз, о чем говорит ежемесячный отчет Бюро консульских дел США, ссылку на который вы найдете в описании. Но сейчас появляется все больше и больше сообщений о том, что в разных странах победители получают приглашение на январь. И в Украине, и в Польше, и в Грузии, и даже в Узбекистане. Да и во множестве других стран, но на самом деле количество приглашений пока очень небольшое. А впереди Рождество, Новый год и куча праздничных дней, в которые ни посольство, ни консульский центр, скорее всего, работать не будут. Так что, наверное, на более адекватную и быструю работу KCC и посольств в плане назначения интервью стоит ожидать сейчас, в декабре, но сами собеседования будут назначаться уже на конец января-февраль. Если вам или вашим знакомым уже назначили собеседование, делитесь этой новостью в комментариях. Но чтобы было более понятно, пишите примерный номер кейса, дату отправки формы DS-260, дату отправки и проверки сканов, страну и, конечно же, дату назначенного интервью. А как только появятся важные новости и события для победителей текущей и предыдущих лотерей, мы обязательно сообщим. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.